Всем привет! Вы на канале Даша Техника. Сегодня я вам расскажу о танковых козырьках и как такое изобретение, можно сказать, вековой давности стало актуально сегодня. И какие перспективы у этого изобретения в будущем. Итак, поехали. Сегодня только безразличный ко всему человек не знает о применении на Украине противотанкового ракетного комплекса «Джавелин», он же «Дротик», который пролетает над танком и взрывается над ним в воздухе, поражая его сверху. И вот до чего дошла изобретательность у западных военных. Придумали наши танки бить в крышу, где у них самая тонкая броня. И в ответ на это в наших СМИ появились многочисленные фотографии российских танков и не только с решетчатыми крышами над башнями, поднятыми над ними на стойках. И все это для того, чтобы защитить наши танки от этих самых джавелинов. А как известно, французы еще в Первую мировую войну на своих танках Сан-Шимон стали делать крышу из металлической сетки в форме домика, чтобы заброшенные на них германские гранаты попросту с нее скатывались, не успевая взорваться. От немецких фауст-патронов наши советские танкисты защищались навариванием на броню самых разнообразных заграждений, целью которых была одна – не допустить удара кумулятивного боеприпаса непосредственно в броню, потому что наиболее благоприятное расстояние для пробития последней рассчитано заранее и составляет как раз то самое расстояние, что находится между взрывателем и кумулятивной воронкой. Будь оно больше, огненная струя, а схлопнувшегося при подрыве боеприпаса кумулятивной воронки может броню и не пробить. То есть уже тогда понимали, что кумулятивный заряд должен быть подорван не на самой броне, а на некотором от нее отдалении, потому что в этом случае силы взрыва, чтобы ее пробить, уже не хватало. На броне оставался характерный след, называемый танкистами укусом ведьмы или же поцелуем ведьмы, и в любом случае от сквозного пробития это защищало броню. У американцев во Второй мировой войне были распространены истребители танков, самоходные пушки с тонкой броней, но мощным орудием. И уничтожать вражеские танки они должны были из засад и укрытий. Но для того, чтобы экипаж мог покинуть подбитую машину как можно скорее, крыши на том же истребителе танков М-10 или же М-18 делать не стали. Удобно было просто выбираться из машины. И кроме того, нет никакой загазованности при самой интенсивной стрельбе. И от дождя и солнца экипаж защищал брезентовый тент. Однако как быть, если твою машину с неба обстреливает из пушек пулемет или вражеский самолет? Отстреливаться из собственного пулемета? Возможность такая была предусмотрена, но как-то уж больно неравная получалась у САУ с самолетом «Дуэль». И тогда в полевых мастерских при помощи автогена из подбитых машин начали вырезать куски брони и вместо крыши приваривать их над башнями на стойках. Так обеспечивалась вентиляция. Но чтобы при необходимости башню можно было покинуть, крепили эту броню на дверных петлях. Взял крышу, откинул и беги куда подальше, пока не загорелся в машине и не рванул боекомплект. Но после окончания войны САУ с башнями без крыши строить перестали, и этот опыт забылся. Далее для танков был разработан так называемый КАЗ – комплекс активной защиты. Однако на серийных танках, кроме разве что армат, никакими КАЗами не пахнет. А почему так, тоже понятно. Устройство это очень дорогое, сложное и капризное в работе. Правда, в своем недавнем интервью порталу РИА Новости директор госкорпорации Ростех Бекхан Аздоев заявил, что наш КАЗ Арена-М способен перехватывать атакующие снаряды с любых направлений. Его возможности настолько высоки, что позволяют перехватывать все современные противотанковые управляемые ракеты, в том числе известные «Джавелины» и «Спайк», атакующие сверху. И это было бы все отлично, если бы эта самая арена стояла бы на всех наших боевых машинах. И вполне логично было бы просто сделать крышу над всем корпусом танка и зафиксировать ее таким образом, чтобы своего положения по отношению к нему она не меняла при любом положении башни. То есть в какую бы сторону башня танка не поворачивалась, крыша продолжала бы его защищать. Вот тогда и наши танки, а может быть и боевые машины пехоты и САУ смогли бы получить стопроцентную защиту от этих самых джавелинов сверху. Может быть, просто обварить весь танк решетчатыми башнями и натянуть между ними металлическую сеть такой прочности, чтобы пресловутый джавелин ее не пробивал. И тогда он уже точно окажется бессилен против танка. А спереди и с лобовой проекцией его отразит и существующая активная броня танка. А еще в 50-е годы прошлого века в СССР разработали оригинальную систему защиты против противотанковых управляемых ракет. И называлась она «Зонтик». А суть ее заключалась в том, что на стволе пушки крепились подвижные спицы, похожие на спицы чрезмерно разросшегося зонта.
Ручкой зонта, понятное дело, служил ствол орудия, а в качестве защитного элемента использовалась металлическая мелкоячеистая сеть. Летит на танк снаряд, и башня разворачивается ему навстречу, а он ударяется в покрышку этого зонтика. Если все тихо, мирно, то он складывается и никому не мешает. И до сих пор непонятно, почему эту тему прикрыли. Неужели тогдашние птуры сеть пробивали и при этом не взрывались? Или же было еще что-то, но как бы там ни было, данное устройство на наших танках так и не появилось. А вот что можем предложить сегодня. Смотрите, тут показана поднимающаяся над танком рама с барабаном в задней части, на которой намотана прочная металлическая сеть. Если потребуется защита со стороны верхней полусферы, то она сама поднимается, и сеть быстро сматывается с барабана и закрывает большую часть верхней проекции танка. На металлическую сеть можно положить маскировочную сеть или же кусок ткани-накидка, то есть повысить незаметность танка одновременно с его защищенностью. А как только угроза нападения минует, рама складывается, и причем складывается так, что повороту башни и наведению орудия она при этом не мешает. А здесь изображена конструкция защитного экрана несколько иная. Позади танка имеется короб с ножевыми пластинами, аналогичными тем, что защищают сегодня борта на танке Т-90, только пониже и в районе моторного отделения. Секция раскрывается вместе с рамой и закрывает верхнюю часть танка. А на танке также есть комплекс активной защиты, но не совсем обычный. По всему периметру танка установлены блоки суббоеприпасов, которые уничтожают подлетающие к танку птуры. Вместо более или менее привычных суббоеприпасов осколочного действия на защитном поясе этого танка можно расположить еще и контейнеры с пулями-стрелками. А часть из них по бортам танка может быть установлена с небольшим наклоном вниз, а часть прямо в небо, под разными углами. И возможно использование и смешанных боеприпасов. Как только спереди, сверху или же сбоку к танку станет приближаться нечто джавелинообразное, то навстречу ему станут выстреливать сначала осколочные боеприпасы, а затем нечто встретит огненный шторм в виде залпа из нескольких десятков или сотен пуль-стрелок. Конечно, этот защитный пояс, наверное, много весит, но особой брони на таком танке быть и не может. И зачем ему какая-то серьезная броня, когда у него столько разных способов активной защиты? А я надеюсь, что вам понравился мой рассказ о танковых крышах и вероятных вариантах их развития. Если так, то не забывайте подписаться на мой канал. Если вы хотите поддержать мое творчество рублем или получить больше контента обо мне, то приглашаю вас на мою страничку на Бусти. Ссылочка есть в описании. До новых встреч. Пока-пока. Вашему вниманию представляется основной боевой танк Т-80БВ с позывным «Алеша». Нет.